3 кота. Кота! И одна кошечка. Мяу. Космическое путешествие. Однажды вечером разыгралась метель, и котята остались дома. Скукота! Может, поиграем во что-нибудь? А во что? Смотрите, снежинки похожи на звезды. Мы как будто летим в космосе. Точно! Будем играть в космическое путешествие! Давайте, будем летать среди звезд. Здорово! Миу, 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 миу. Но в космосе все должны парить в невесомости. Ха, а вот и невесомость. Я больше не могу бороться с силой земного притяжения. Фу. А мы построим космический корабль. Котята берут коробку от пряжи, чтобы сделать корпус корабля. Берут картонные палки, чтобы сделать крылья. Находят воронку, венчик и бублики. Прикрепляют все это к коробке, и вот космический корабль готов к старту. Говорит капитан корабля. Приготовиться к полету. Говорит штурман, к полету готовы. Говорит, бортмеханик. Включаю двигатель. Полетели! Прямо по курсу шерстяные кометы. Ай, 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 ай. Пришельцы! Мама! Папа! Мы приняли вас за пришельцев из космоса. Что это вы тут устроили? У нас космическое путешествие. Скорее, космический беспорядок. Займитесь-ка уборкой, ведь вам скоро в кровать. А космическое путешествие? Мы не можем жить без космоса. Да! Внимание! Говорит Центр управления полетами. Команде звездолета «Три кота» дается задание убрать весь космический мусор и спасти нашу цивилизацию от загрязнения. Как поняли? Прием! Вас поняли! Убираем космический мусор. Ура! Что будем делать с шерстяными кометами? Отправим их на планету Комод! Кухонные астероиды. Разложим их по полочкам, то есть по орбитам. Книжные метеориты. Ого, как их раскидало. Их место в галактике — книжный шкаф. А этот космический мусор надо отправить в черную дыру мусорного пакета. О, сколько накопилось! Я знаю, что надо делать. Мы выйдем в открытый космос. В космосе зима. Не забудьте скафандры. Мы избавили нашу вселенную от мусора. Это что, пришельцы из космоса? Нет, папа, это мы. Космическая уборка выполнена! Молодцы! Готовьтесь ко сну, а я приду и поведаю вам истории про космос. И про далекие звезды. Здорово! Миу, 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 миу. Папа и мама сделали звездное небо, используя фонарик и дуршлаг. А котята слушали папины истории и готовились увидеть космические сны. Кота! И одна кошечка. Мяу. Писатели. Однажды Коржик, Карамелька и Компот захотели, чтобы папа почитал им книжку. Я хочу про принцессу. И чтобы там были пираты. И еще лесные грибы. Есть отдельно про принцессу, отдельно про пиратов и энциклопедия грибов.
Я не хочу слушать про какую-то принцессу, ми-ми-ми. А я не хочу слушать только про пиратов. Тогда, может, про грибы? Ой, только не грибы! Ну, тогда сами напишите книгу, где будет и принцесса, и пираты, и грибы. Мы будем писателями! Здорово! Миу-миу-миу-миу! Мы будем придумывать, а папа будет записывать. Но придумывать книги не так-то просто. Ну, что молчите? Вот! Нет. Что-то ничего не придумывается. Чтобы писать книги, нужно вдохновение. А что это? Ну, это когда в голове никаких мыслей, и вдруг идея приходит сама. О! У меня идея. В одном лесу. И у меня. Пусть будет Давайте море, где-то а в лесу грибы замок надо стоят. ищи. Красивая О, принцесса в красивом Или еще замке. грибы. Стоп! Еще... Так тоже нельзя. Пусть кто-то один начинает, а остальные продолжат. Я первая. В одном лесу среди деревьев стоял прекрасный Гриб. не гриб, а замок, в котором жила принцесса. Она сидела в башне и смотрела вокруг. Смотрела вокруг. Уже неплохо. Теперь я. Но тут на замок решили напасть Грибы. не грибы, а пираты. Ну ладно. Вперед! Пираты захватили замок и увезли его на корабле. Но тут принцесса увидела, что к кораблю приближается огромный Гриб. компот. Ну откуда гриб в море? Не знаю, но я тоже хочу писать книгу, а вы мне не даете. Так про что все-таки писать? Что тут у вас происходит? Наши котята теперь писатели. На наш корабль должно напасть что-то необычное. Но мы не знаем, что. Ах, вот что. Коте, помоги открыть. Ну, пусть это будет, например... О, огромный гриб. Вот, я же говорил, гриб. Он хочет потопить корабль. Лево руля. Нет, право руля! Лево. Право! Лево. Право! А гриб приближается! Пираты стреляют по грибу из пушки! Но у гриба была железная шляпка. Так. Эй, я знаю, что надо делать. Надо представить, что это был вареный гриб из супа. Вареные грибы кораблям не страшны. Так пираты сразились со страшным грибом, подружились с принцессой. И продолжили свое морское путешествие. Морское путешествие. Отличная история. О, я даже чувствую запах этого вареного гриба. Точнее, грибного супа. Пора обедать, писатели. Ура! Миу, 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 миу. А после обеда папа и котята сделали настоящую книгу, которая теперь стоит в домашней библиотеке. Кота! И одна кошечка. Мяу. Сны на заказ. Однажды утром котята рассказывали друг другу свои сны. Мне приснилось, что я запускаю кораблик в ручье. А я во сне примеряла новое платье. А мне приснилась большая конфета. Интересно, а если самому придумать себе сон, то он и приснится? Не знаю, но можно попробовать. Если у нас получится, мы будем видеть во сне все, что захотим. Здорово! Миу, 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 миу. Пусть мне приснится, что я управляю огромным кораблем, а мне, что я принцесса в замке. А я хочу увидеть разных бабочек.
Котята кладут свои рисунки под подушки. Котятки, сегодня я почитаю вам на ночь сказку про кота в сапогах. Доброе утро. Доброе утро. У меня ничего не получилось. Мне приснилось, что я поймал на рыбалке 2 сапога. У меня тоже не получилось. Мне приснилось, что я принцесса, которая живет в сапоге. Это все из-за сказки про кота в сапогах. Компот, тебе тоже сапоги снились? Ага, мне снилось, что у меня сапоги полные конфет. Интересно, почему это компоту всегда снится еда? Не знаю. Наверное, потому, что я всегда про нее долго думаю перед сном. Вот в чем дело! Нам надо все время думать только о наших снах. С утра и до вечера котята говорили только о том, что они хотят увидеть во сне. Я принцесса, я принцесса. Быстрый корабль, самый быстрый корабль. Бабочки, бабочки, много бабочек. И даже отказались слушать папины сказки. Котятки, красная шапочка. Спасибо, не надо. О-о. Принцесса, Бабочки. корабль, принцесса, корабль. Бабочки. Компот, мне из-за тебя одни бабочки снились. Ну вот, а мне снилось, что я принцесса. А мне приснился корабль-коржика с крыльями бабочки. Наши сны перепутались, потому что мы друг с другом общались. Я знаю, что надо делать. Сегодня мы не будем общаться, чтобы не слышать про чужие сны. Котята так долго и напряженно думали о своих снах, что ужасно устали. И все трое спали совсем без снов. Мы вчера целый день ничего не делали, только и думали про свои сны, а нам ничего не приснилось. Почему у нас не получается видеть сны на заказ? Ха, наверное, потому что это невозможно. Сон — это всегда что-то неожиданное, сюрприз. Этим сны и хороши. А чтобы сны были как можно ярче, надо днем заниматься интересными и полезными делами и копить впечатления. Правильно! Миу-миу-миу-миу! Котята нашли много интересных и полезных занятий. И, накопив ярких впечатлений за весь день, они спокойно заснули. И на этот раз им всем приснилось что-то новое, необычное и очень увлекательное. Два кота и одна кошечка. Мяу. Фантазия. Как-то раз котята гостили у дедушки и не знали, чем заняться. На горизонте кислые рожицы. Чего приуныли, юнги? Мы забыли дома наши игрушки. И книжки тоже. Теперь нам нечего делать. Тогда самое время послушать о моем путешествии на воздушном шаре. Вашу скуку ветром сдует. Ура! Миу-миу-миу-миу! Сейчас я покажу вам, в каких далеких странах я побывал и что там увидел. Я был в Южной Америке, в Исландии, в Африке, Китае, Индонезии, Ботсване, в Тунисе и даже на Северном полюсе. Вам что, не интересно? Ну, Не очень.
Какое-то скучное у тебя путешествие. Просто на карту смотреть неинтересно. Хорошо, тогда я расскажу о своем путешествии по книгам с картинками. Сперва я отправился в Южную Америку и увидел самый большой водопад в мире. На картинке он не кажется таким уж большим. А в Исландии я пролетал над действующим вулканом. Из него валил дым, внутри кипела лава и... А где лава? Где дым? Так на картинке его изобразили, когда он еще не действовал. Ну вот, и картинка не цветная. Ты рассказываешь одно, а показываешь другое. Да, я хотел бы посмотреть, как все это было на самом деле. Я знаю, что надо делать. Мы должны отправиться в это путешествие. Точно, прямо сейчас. На воздушном шаре. Я бы с радостью, котятки, но не могу же я оставить маяк без присмотра. Хотя вы можете совершить путешествие, используя свою фантазию. Фантазию? Дедушка берет корзину для белья. Вот, залезайте. Закрывайте глаза. И представьте, что вы на воздушном шаре высоко в небе. О, мимо вас пролетает ворона. Кар-кар, кар-кар-кар, кар-кар-кар-кар. А сейчас на вас обрушится сильный ветер. Да это же настоящий ураган. И вдруг погода совсем испортилась, и пошел дождь. Нас никакой дождь не остановит. Мы храбрые путешественники. Хе-хе. Включайте фантазию на всю катушку. Мы представим вместе горы и леса. В каждом новом месте ждут нас чудеса. Жарко от вулкана, холодно в снегах. Путешествуем в своих мечтах. Фантазия, фантазия, Австралия и Азия, миров разнообразие. Фантазия, Какое классное путешествие! Да, а можно мы еще куда-нибудь отправимся? Обязательно. Только сначала перекусим. Обычные бутерброды. Ну, вообще-то да. Давайте и тут используем фантазию. Представим, что это космические бутерброды с Луны. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так, благодаря фантазии, можно оказаться где угодно. И даже на Луне. Как это? И одна кошечка. Мяу. Домашнее телевидение. Однажды котята ждали, когда папа принесет новый телевизор, потому что старый сломался, и его сдали в переработку. Котятки, а вот и новый телевизор. Здорово! Миу, 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 миу. Так, готово. Включайте. Можно я? А что он говорит? Коржик, сделай погромче. Я делаю. Звука нет. Придется вести телевизор обратно. Пусть меняют по гарантии. Не надо ничего менять. Я сам его починю. Мне только нужны мои инструменты. Меня показывают по телевизору. Эй, всем привет!
Теперь все будет работать. Какой наш папа молодец! Умеет чинить телевизор. Или не умеет. Ну, это... Пожалуй, отвезу его в мастерскую. Пусть посмотрят. Что-то папы долго нет. А вдруг мастер не сможет починить телевизор? Похоже, его уже не спасти. А если телевизор наложит повязку? Но скоро он поправится, не видно же ничего. А вдруг он вернется из мастерской не таким, как прежде, и будет зависать? Я знаю, кто совершил это дерзкое преступление. Это никто иной, как... Ну кто же это кто? Или сам будет выключаться? Нападающий стремительно несется к воротам. Похоже, сейчас будет. Нет, только не сейчас. А где телевизор? Все в порядке. Там просто одна деталь сломалась. Ее починят, и завтра мы сможем его забрать. Что? Только завтра? Это целая вечность. Мы успеем состариться. Целый день без телевизора. А, какая скукотень. Я знаю, что надо делать. Мы сами придумаем и покажем что-нибудь интересное. И тогда нам точно не будет скучно. Ура! Миу-миу-миу-миу. Внимание, включаю. Коржик изображает разные спортивные передачи. Компот показывает прогноз погоды. Котята дают концерт и демонстрируют разные фильмы. Котята и их родители показали друг другу много интересных передач и даже без телевизора прекрасно провели время. Кота! И одна кошечка. Мяу. Цирковое представление. Как-то раз котята и их друзья решили поиграть в цирк. Я буду делать трюки на велосипеде. А я ходить по канату. Чур, я клоун. А я буду жонглером. А я фокусником. А я тоже буду акробаткой на канате. У нас же уже есть лапочка. Как вы будете вдвоем на одном канате выступать? Вы же будете друг другу мешать. Ой! 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 А кем же мне быть? Карамелька, ты можешь быть помощницей фокусника. Сажик любит всех пугать. А я не хочу достать из его шляпы какого-нибудь жука. Ой! Я знаю, кого у вас нет. Дрессировщика. Точно, вот кем я буду. Тогда давайте готовить номера. Сегодня вечером будет здорово! Ха-ха-ха. Эй! Сперва мне надо найти того, кого я буду дрессировать. Алле! Но птичка оказалась очень занята. Алле! Крот пуглив, а улитка слишком ленива. Ну давай, прыгай уже. Похоже, дрессировка идет полным ходом. Нет, у меня ничего не выходит. Плохой из меня дрессировщик. Это мы сейчас проверим.
Папа надевает капюшон от зимней куртки и изображает дикого зверя. Але! Прыгай через кольцо, дикий зверь! Але! Ты почему меня не слушаешься? Я же дрессировщик. Ну, хватит уже. Если не будешь слушаться, поставлю в угол. Эй, а как же цирковой номер? Ой. О, да у нас тут дикий зверь. Какой-то он слишком дикий. Убегает от дрессировщика. А ты попробуй с ним подружиться. Ну как? Он меня совсем не понимает. Я уверена, что ласку и доброе отношение он точно поймет. Я знаю, что надо делать. Я покажу дикому зверю, что я его люблю. Але. На этот раз дикий зверь оказался очень послушным. И к вечеру цирковой номер был готов. Али. Ап. Вот так папа показал Карамельке, что дрессировать нужно не строгостью и наказанием, а добротой и лаской. Кота. И одна кошечка. Рации. Однажды мама и папа вручили котятам необычный подарок. Котятки, эти устройства называются рации. Прием. С их помощью вы сможете разговаривать друг с другом на расстоянии. Говорит Карамелька, я лежу на кровати. Прием. Говорит Компот, я на кухне, я ем яблоко. Прием. Говорит Коржик, я смотрю в окно. Пошли гулять, прием. Я выхожу. Я тоже. Это Коржик, я на месте, прием. Мы и так тебя видим. И слышим тоже. Значит, рации нужны только тогда, когда мы очень далеко друг от друга. Говорит Карамелька, я в Африке, прием. Говорит Компот, и я на Северном полюсе. Прием. Эй, меня кто-нибудь слышит? Прием. В космосе рация не ловит. Откуда здесь эта газонокосилка? Да ну ее. Давайте лучше думать, что делать с рациями. Можно одну отдать маме, чтобы она всегда была с нами на связи. Для этого есть телефон. К тому же все вокруг будут слышать, что мама нам говорит. Коржик, катайся осторожно, а то, как в прошлый раз, порвешь штаны на попе. Но, мам, штаны на попе. Почему эта газонокосилка ездит сама по себе? Не знаю. И что делать с рациями, тоже не знаю. Выходит, они нам совсем не нужны. Внимание! Говорит полицейский инспектор. Ой! У городского садовника пропала газонокосилка. Срочно начать поиски. Прием. Ого! Похоже, Коржик случайно поймал полицейскую радиоволну. Я знаю, что надо делать. Говорит поисковая группа «Три кота». Мы видели газонокосилку. Прием!
Коржик, карамелька и компот. Да, это мы. О, продолжайте поиски. Жду от вас любую информацию. Прием. Вас поняли! Ого! Мы будем выслеживать газонокосилку, как полицейские. Вижу след газонокосилки на газоне и в кустах. Прием. Вижу след газонокосилки у большого дуба. Прием. А я вообще повсюду вижу ее следы. Я слышу газонокосилку. Она где-то рядом. Да, она едет от тебя в сторону нашего дома. Внимание! Газонокосилка обнаружена во дворе дома 3 котов. Вас понял. Выезжаю. Да, это она! Стой, стой! Вы нашли мою газонокосилку. Она еще утром от меня уехала. Благодарите поисковую группу «Три кота». Коржик, карамелька, компот. Спасибо вам. Пожалуйста. Миу, 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 миу. О, как аккуратно пострижен наш газон. Проходите в дом, я угощу вас своими кексами. Внимание! Чай и кексы на подходе. Как поняли, прием. Вас поняли. Теперь, если кому-то понадобится что-то найти, поисковая группа «Три кота» всегда будет на связи. 2 кота. И 1 кошечка. Мяу. Музыкальные инструменты. Однажды котята смотрели по телевизору репортаж о музыкантах. Мы разъезжаем с концертами по всей стране, и у нас куча фанатов, которые нас любят. Быть музыкантами так круто! Давайте тоже создадим свою группу. Да, будем давать концерты по всему миру. И у нас будет много фанатов. Здорово! Миу, 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 миу. Но игрушечные инструменты вряд ли подходят для настоящей группы. Котята хотят попросить музыкальные инструменты у своих друзей. У Бантика можно одолжить скрипку. Только осторожно со скрипкой. И смычок не сломайте. А смычок и не нужен. Я буду играть на скрипке, как на электрогитаре. Нет, со скрипкой так обращаться нельзя. Котята пришли к Нудику, у которого есть бубен. Нам нужно много настоящих барабанов. И чтобы они по-разному звучали. У меня есть только вот этот бубен. А что есть у Лапочки? Вот, синтезатор. О, это то, что нам нужно. Ага, вернем после репетиции. Стойте! Я думала, вы тут будете играть. Отдать его я не могу. Он мамин. Котятки, а что приуныли? Мы хотим стать музыкантами, а нам не на чем играть. Так, где-то здесь должна быть наша гитара. Ага. Ой! Будьте здоровы, котятки. А что вы делаете в подвале? Папа ищет гитару для нашей музыкальной группы. Нашел! Нашел гитару! Ой, только на ней все струны лопнули. Ну все, не хочу я быть музыкантом без инструментов. Погодите, на гитару можно натянуть новые струны. Ой, 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 ой.
Ого! Это было как соло на барабанах. При желании любой предмет можно сделать музыкальным инструментом. Ух ты! Я знаю, что надо делать. Котята создают музыкальные инструменты из разных предметов. Браво, котятки! У вас уже есть первые фанаты. Это мы с папой. И я натянул на гитару новые струны. Здорово! Миу, 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 миу. Давайте тогда сыграем все вместе. Миу, 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 миу. Миу, 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 миу. Миу, 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 миу. У котят с мамой и папой получилась замечательная музыкальная группа. И все благодаря фантазии и таланту. Два кота и одна кошечка. Мяу. Папин телефон. Однажды папа подготовил презентацию для нового кафе. Таким образом, кафе «Сласти-мордасти» гарантирует нам высокую рентабельность и окупаемость. Отлично, Котя. Я уверена, что совет кондитеров все одобрит. Здорово! Миу, 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 миу. Ну и хорошо. Так, вся презентация скопирована сюда. Папа собирается показать презентацию с помощью своего ноутбука. Пока! Совету кондитеров точно понравится папина презентация. О, надо позвонить и предупредить, что я опоздаю. Ой, а где мой телефон? Мама работает над новой коллекцией одежды. Мама! Папа забыл свой телефон, а ему дедушка звонит. Алло. Привет. Добрый день. А Котя уехал и забыл телефон дома. Понятно. Ну, я тогда вечером перезвоню. Пока. До свидания. Котятки, положите мобильный папе на стол. Наверное, он за ним вернется. Мама! Тут кто-то неизвестный звонит. Слушаю. Здравствуйте, это клиника полосатого стоматолога? Нет, вы ошиблись номером. Всего доброго. Так, я сейчас отключу звук, а вы его больше не приносите. Папа потом сам посмотрит, кто ему звонил. Похоже, папе звонят с работы. Слушаю. Алло, совет кондитеров в полном составе. Мы ждем только вас. Алло, вы меня слышите? Здравствуйте, это Карамелька, а тут еще Коржик и Компот. Наш папа уехал, а телефон забыл дома. Ясно. Похоже, придется отменить презентацию. Нет, папа так долго готовился. И репетировал выступление. Мне жаль, но нам нужно увидеть презентацию прямо сейчас. Я знаю, что надо делать. Мы сами покажем папину презентацию. Котята включают на телефоне видеосвязь. Как нас видно? Можно начинать презентацию. Ай, ну попробуйте. Итак, Ой. папино кафе будет небольшое, но уютное, в желто-оранжевых тонах. Там будут блюдца с кошачьими лапками и чашки с кошачьими лапками. Еще будут круглые столы, а в витринах будут лежать всякие сладости. Еще там будут разные ягоды, которые можно добавлять в пирожные.
У официантов будет красивая форма, а на голове шапочки в виде пирожных. А еще там будет Таким образом, наше кафе будет отличным местом для семейного отдыха. Ого! Простите за опоздание. Пробки, а я забыл дома телефон. Привет. Папа! Ваши котята только что показали презентацию. Это великолепно. Правда? Вот молодцы. Мы одобряем открытие вашего кафе. Кстати, как оно будет называться? Знаете, я думаю назвать кафе «Три кота». Ура! Миу, 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 миу. Вот так, благодаря находчивости котят, в городе скоро откроется новое семейное кафе. Два кота и одна кошечка. Мяу. Изобретение. Однажды котята проходили мимо дома их друга Шурупа. Привет! Привет! Шуруп, пошли с нами на детскую площадку. Не могу. Я пытаюсь придумать какое-нибудь полезное изобретение, и у меня никак не получается. Давай мы тебе поможем. Одна голова хорошо, а 2, 3, 4 лучше. Поможем! Миу, 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 миу. Изобретение должно приносить пользу. Ха, можно сделать штуку, которая будет чистить нам зубы. Эй, зубы здесь. Все-таки удобнее, когда ты сам чистишь зубы. Ну да. Может сделать лукоискатель? Пусть сообщает, в каком блюде есть вареный лук. А то его совершенно невозможно есть. Найден лук. Найден лук. В супе найден вареный лук. Проще было спросить у мамы, есть там лук или нет. Тоже верно. А если сделать аппарат, который помогает делать выбор? Что же мне надеть? Спасибо. От такого изобретения все разучатся самостоятельно думать. Кисуля, я пошел на работу. Котя, ты сам надумал так разодеться? Не, это он за меня подумал. Да, не вариант. А может изобрести сниматель шапок? Или лучше стучатель в дверь? Или взбиватель подушек? Эх, все не то. Вот видите, я с утра пытаюсь изобрести что-то полезное, но ничего не получается. Я знаю, что надо делать. Надо пойти погулять. Мама говорит, что это помогает, когда что-то долго не получается. Точно! Шурупу надо проветрить голову. Котята очень весело провели время, и Шуруп ненадолго забыл о своем изобретении. Хорошо, что мы решили сделать перерыв и прогуляться. О, точно! Перерыв! Я, кажется, все придумал!
На следующий день Шуруп показал котятам свое полезное изобретение. Это устройство будет напоминать, что пора отдохнуть. Ух ты! Звучит сигнал, значит, нужен перерыв. И эта стрелка покажет, чем можно заняться. Например, покататься на велосипеде. Гениально! Миу-миу-миу-миу! Вот так, благодаря котятам, Шуруп понял, что если что-то долго не получается, надо просто немного отвлечься. Тогда в голове обязательно появятся гениальные идеи. 3 кота, 3 хвоста, 3 хвоста, 3 кота.